вообще классно. В китайском ресторане? Сегодня я очень-очень спешу, и мне надо сделать быстрый ужин буквально за полчасика. Берем тофу, нарезаю его. Тофу я предварительно помыла. Нарезаю на кубики. Мы будем готовить маппы тофу. Это китайское блюдо, у которого много рецептов. У меня свой, собственный. Отправляем тофу в сотейник. Солю. И заливаю водой. В таком виде отправляю кипятиться. Пока тофу кипятится, приступаем ко второму. Это у нас будет капуста, тоже жареная, как теплый салат в таком китайском стиле. Отделяем листочки. Думаю, этого будет пока что достаточно. Внимание. Нарезаю так. Мягкую часть от жесткой отделяю. Мягкую часть просто разрываю. Разрываю на кусочки. И жесткую часть срезаю таким образом, нарезаю. Капусту нарезали, готово. И приступаем к следующему. Соус будет практически одинаковый, поэтому сразу накрошу все овощи на два салата, на два блюда. Думаю, дети грамм 30-40, может 50. Мелко-мелко, чтобы имбирь не попался на зуб. Чеснок. Чем больше, тем лучше. Одна головка у меня ушла. Чеснок тоже мелко. Эту смесь перемешиваем. И нарезаю острый перец. Тоже мелко. Этот очень жгучий. Сюда же нарезаю красный болгарский для красоты вкуса. Овощи готовы. Сейчас приступим к соусу. Так, для этого нам понадобится зверобой. Так как мы будем делать на два салата, кладу 4 ложки зверобоя. 4, наверное, побольше положу. Пусть будет 5. Черный перец. И вот такой красный перец с хлопьями. Он острый и красивый. Еще немножко перца для красного цвета.
Соевый соус. У меня светлый. 4. Теперь сюда я добавлю воды. Так получается. Жиденько достаточно. И добавлю ложку крахмала, полную с горкой. Даже еще чуть-чуть. Получается вот такой соус белесого такого цвета. Сейчас размешаем до полного растворения крахмала. Я его поделю на две части. Для тофу отдельно и для капусты отдельно. Сейчас расскажу почему. В соус для капусты я налью немного уксуса. Это где-то 5% уксус. У меня китайский. Можно взять обычный. Все готово, мы приступаем к жарке. Тофу уже вовсю кипит, и выключаю и сливаю воду. Растительное масло. Немножко сюда. Немножко сюда. Для тофу у меня фарш говяжий. И там грамм 200. Обжариваем. Добавляю сюда такую небольшую часть от лука. Это третью часть. Остальное сюда. Также делю перчик. Большую часть капусты. Меньшую часть тофу. Обжариваем. Немного солю фарш. И здесь также обжариваем овощи. В фарше добавлю немного воды. Совсем чуть-чуть, чтобы мясо не подгорало, но хорошо проварилось. Оставляем на маленьком огне. Здесь уже овощи у меня готовы. Добавляю капусту. Быстро все перемешиваем. Немного солю. Еще раз перемешиваем. Вода уже испарилась, фарш уже поджарился. Добавляю тофу. Капусту обжариваем. Капуста уже увяла. Наш соус заливаем. Добавлю воды. Тофу должен утопать в соусе. И добавляю сычуанский перец. Это мы помешаем. Сюда добавляю соус. Быстро все перемешиваю. Капуста готова, я ее сразу выключаю. А тофу еще чуть-чуть подожди. У меня есть кинза. Запах обалденный. Одно блюдо готово. Выключаем. И второе блюдо готово. Есть у меня дома ценитель китайской кухни. Сейчас позову его попробовать. Так, будем пробовать. Наверное, сюда сразу в кашу. Пробуем тофу. Очень вкусный тофу, очень нежный. Немного остренький. Вкусно.
Капуста вообще обалденная. Немножко еще кисленькая, со остринкой. С рисом вообще самое то. Кто не пробовал, советую. Обязательно попробуйте. Вкусно. Видите? Да, сверху соус. Соус вообще обалденный. Этот соус здесь и смешать. Так, рис. Вообще классно. В китайском ресторане